Здравствуйте, это Vivo Telecom, и мы продолжаем исследование или проверку дальности радиостанции в городских условиях. И вот в сегодняшнем выходе у нас будет 4 станции. Ролик будет отдельно по каждой. И вот первая станция у нас будет Kirisan DP405U. То есть диапазон 400-470. Конкретно будем проверять на частоте 433-700. Шумоподавитель установлен на единичку для аналоговых каналов. Установлен код CTCSS, чтобы помеху лишнюю не принимать. То есть мы все делаем для того, чтобы обеспечить максимальную дальность связи. Но есть принципиальные моменты. То есть, во-первых, оборудование штатное, то есть антенна штатная, аккумулятор штатный. И станции применяются две одинаковых, ну или по крайней мере серия одинаковых. Вот в Kirisan в том числе будет применяться станции обе DP405U, то есть это станция без дисплея, без клавиатуры, аналоговый и цифровой режим. Сначала, естественно, раз станция цифровая, то мы будем начинать с цифрового режима DMR. Где станция уже перестанет нормально принимать, мы переключимся на аналоговый и попытаемся связаться в нем. Точки у нас все стандартные, карту я вам приведу. Один абонент находится на 9 этаже 10-этажного дома, линия связи не прямая, то есть оконные проемы выходят перпендикулярно линии связи. Но все точки описаны, я под видео дам ссылку на общую статью, где вообще все проведенные тестирования радиостанций в городе объединены в одну, ну, то есть каждый ролик приведен, и есть общая таблица с баллами. То есть там можете посмотреть и описание точек тоже. Больше 40 станций там, или 40 пар станций уже протестировано. Ну все, начинаем тогда. Kirisan, идем по точкам нашим стандартным. Так, первая точка 680 метров, Kirisan DP405, цифровой режим, естественно, DMR, мощность полная, пишет. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 приемов. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, спасибо, давай доставай следующую станцию. Ну что, 5 баллов, конечно, 680 метров и расстояние для них, понятное дело. Все, следующую. Так, Kirisan, вторая точка. У нас здесь много высокочастотных проводов. Мы специально выбрали эту точку для вот таких случаев, когда помехозащищенность у станции слабая. Проверяем. Расстояние ровно километр. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, прием. Еще разок, пожалуйста, 4 и 5 не прошло прием. Тоже пропадаешь, прием. Досчитай еще раз до 5, пожалуйста, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, переключайся на следующую станцию тогда, прием. Но не с первого раза она связалась, поэтому я 4 балла ей только здесь поставлю, Kirisan. Так, третья точка, расстояние 1400 метров. Здесь интересно она чем? Тем, что очень шумно здесь вдоль дороги, поэтому по громкости динамика тут надо определяться. А так местность открытая, поэтому связь, я думаю, на всех станциях будет. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием.
Все отлично, переключайся на следующую прием. Ну, 5 баллов, конечно, все нормально. Искажения небольшие есть, но все принимается хорошо. Так, Kirisan DP405, точка номер 4800 метров, по-прежнему цифровой режим, пытаемся. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5. Прием. Да нет, все отлично отработано. Прием, переключайся на следующую станцию прием. Рано тоже стало хорошо работать. Ну все, давай на калту прием. Но 5 баллов, все отлично. Так, Kirisan DP405, точка номер 5, 2100. Тут большое количество застроек, и мы связаны через опцию. В общем, пытаемся связаться. Здесь уже многие станции начинают плохо принимать. Смотрим, что покажет Kirisan, причем начальную линию. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. Несколько прием. Досчитай до 5 прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 5. Прием. Плохо прошло, только 1 и 5. Еще раз, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5. Прием. Все хорошо, переключайся на следующую прием. Ну, смотрите, связались мы все-таки не с первого раза, поэтому 3 балла я здесь поставлю Kirisan. Kirisan DP405, в цифре он здесь не работает, это точка номер 6, расстояние 3100. В цифре не работает, поэтому мы переключились на аналоговый режим, пытаемся связаться. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2. Прием. Еще раз 1-2 только прошло прием. 1, 2, 3, 4, 5. Прием. Все, переключайся на следующую станцию прием. Ну, сколько? Еле-еле она принимает в аналоге. 2 балла я поставлю здесь ей. Так, Kirisan DP405, 7 точка, 3700 расстояние. Аналоговый режим, естественно, цифровой уже не работает. Пытаемся связаться. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5. Все хорошо, включай Хайтеру тогда прием. Ну что, меня Kirisan удивляет. Еще на 7 точке 2 балла я ему поставлю. Нормально, работает. Хотя антенна штатная. Kirisan DP405, точка номер 8, 3900, Ростовское шоссе. Шумно, но и расстояние уже очень существенное. Пытаемся связаться на штатную антенну, аналоговый режим. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1,
Надя, досчитай еще разок до 5, не проходит связь, прием. Ну-ка еще разок до 5 досчитай, прием. 2, 3, 4, 5, прием. Все, включай Хайтеру тогда, попробуем еще с ней связаться, прием. Ну что, 1 балл я еще поставлю Кирисану. Еще все-таки нестабильная связь, но как бы больше 50% есть связь, поэтому поставим еще 1 балл здесь ей. Вот каждое тестирование радиостанций у нас таким образом происходит. То есть 14 тысяч шагов пройдено, 12 километров. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанции Kirisan DP405. Вполне станция работоспособна, нас она даже, кстати, приятно удивила. Она дешевле, чем вот эти все 3 оставшиеся станции, но отработала она фактически дальше всех. То есть в аналоговом режиме она дошла до точки номер 7. Даже до точки номер 8, да, там мы еще 1 балл ей поставили. Но, то есть, связь достаточно стабильная, качество, конечно, падает и принимается большое количество помех, но связь есть, что удивляет, потому что Kirisan вот этот, он все-таки начального уровня, то есть, это самая нижняя серия из цифровых станций у Kirisan. Поэтому претензий вообще никаких нет. Станция, кстати, грузится достаточно быстро. Регуляторы у нее стандартные, классические, то есть виден сразу и номер канала, и то, что станция включена. В отличие, скажем, от той же Хайтеры, я когда про Хайтеру буду ролик озвучивать, я расскажу, что там есть нюансы. Здесь все-таки классическое управление, оно гораздо удобнее, чем вот попытка что-то поменять, но и, как обычно, получается не в лучшую сторону. Ну, то есть все баллы будут в таблице представлены, я их еще не считал, общий балл, но станция удивила. Есть у нее шифрование в цифровом режиме 40-битное, но, по крайней мере, ключик можно там задать самостоятельно. Не как, например, в Motorola DP1400, а именно можно то есть запрограммировать в 16-ричном виде 10 символов. Поэтому с этим тоже претензий нет. И выход у нее на гарнитуру, опять же, стандартный, совместим с Motorola серии CP и DP1400. Тоже хорошо. По громкости, динамика тоже претензий в принципе нет. Она, да, тише звучит, чем Хайтеры, особенно 600-е, 700-е. Но нигде я не испытал каких-то проблем, хотя стоял даже в некоторых точках вдоль дороги. Ну, там буквально 5 метров было от края дороги. Поэтому тоже претензий по громкости нет. Все, тогда с ней закончим. Все результаты будут представлены в таблице. Подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.